Покушение на Зеленского и Буданова, 20 целей в Украине, охота на руководство страны началась. Нападение и ликвидация стрелка спецназом, открыт прицельный огонь, тяжелая спецоперация в Украине, первые потери. Экстренное обращение к Лукашенко. Украина стягивает войска к Беларуси. Почему? Войска США и Британии прибыли к границам Беларуси. Подготовка к войне дронов. Масштабная воздушная операция в 15 километрах от РБ. Внезапное решение. Запрет на выезд за границу аннулирован. Украина открывает кордоны. Но для кого? Детали. Зеленский извинился перед народом, а его призвали уйти. Требования отставки и реакция Киева. Удар по центрам принятия решений. В РФ объявлен режим ЧС. Массовый приток афганцев в Москву. Миллионы для Ермака собраны. И заявление министра о президенте и запрещенных веществах. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядков», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. И вновь обращаюсь ко всем, кто ежедневно со мной. YouTube в последнее время шалит и активно подкидывает ролики, которые вышли ранее на канале. При этом не активно показывает вам новые видео. Друзья, знайте, что новости на канале выходят каждый день с самого утра при любых обстоятельствах. И если вам не высветился ролик автоматически, то ищите его вручную. Надеюсь, что скоро все вернется на круги своя. Спасибо за поддержку, и я начинаю. Запрет на выезд за границу аннулирован. Украина полностью открывает кордоны для всех женщин. Кабинет министров отменил ограничения на пересечение государственной границы для украинок, которые работают в органах власти, местного самоуправления, госпредприятиях и в судах. Об этом накануне заявила премьер-министр Свириденко. Еще в начале мая такие послабления сделали только для высших чиновниц, членов Кабмина, руководства Офиса президента, Верховной Рады, СБУ, Нацбанка, судей и прокуроров. Теперь же запрет снят полностью. При этом в правительстве анонсировали, уже со следующего года все студенты-медики станут военнообязанными. То есть все абитуриенты, поступающие в медицинские вузы, получающие высшее медицинское образование, будут военнообязанными и по завершении обучения получат звание офицера. НАТО у границы Беларуси готовится к войне дронов. На литовском полигоне Пабраде, расположенном всего в 15 километрах от белорусской территории, американские и британские военные провели испытания систем борьбы с БПЛА в рамках учений Flytrap 5.0. На поле одновременно тестировали FPV-дроны, мобильные глушилки, системы радиоэлектронной борьбы и детекторы беспилотников на бронетехнике Striker. В армии США следят за опытом Украины и России на линии фронта и говорят, что дешевые дроны меняют войну быстрее, чем армии успевают перестраиваться, а универсальной защиты от них пока не существует. Военные также заявили, что современное поле боя стало практически прозрачным. Вот о чем речь. Базовые солдатские навыки по-прежнему имеют значение, и я бы сказал, что сейчас они важны даже больше. Простые вещи, такие как применение маскировки, оборудование огневой позиции, использование различных способов мультиспектрального скрытия себя стали еще важнее, поскольку поле боя становится все более прозрачным. Зеленский извинился перед народом, а украинские дроны, залетающие в воздушное пространство стран Балтии и Финляндии, стали парадоксом современной войны. Об этом в интервью ЛРТ заявил президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, Европа вынуждена учиться защите от украинских беспилотников у самих украинцев. Стуб уверяет, что Киев внимательно относится к претензиям соседних стран, однако подобные инциденты остаются сопутствующим ущербом этой войны. Он также признал, что Европа оказалась не готова к новой эпохе массовой войны дронов ни в мирное, ни в военное время. По словам президента Финляндии, именно украинский опыт сейчас становится главным учебником для армии НАТО. В то же время Стуб признался, Зеленский извинился перед народом из-за нарушения воздушного пространства и признал проблему. Вот как это было. Я разговариваю с Владимиром Зеленским как минимум раз в неделю, иногда чаще. После первого инцидента с дроном я сразу позвонил ему, я сказал: «Владимир, что происходит?» А он ответил: «О, извини, мы этого не хотели. Знаешь, это была ошибка. Это был наш дрон, но система GPS была заглушена». Так что да, украинцы нас слушают, не вините их за то, что они ведут оборонительную войну. Сопутствующий ущерб крайне прискорбен, и мы правы, поднимая этот вопрос и решая его.
Напомню, что украинские дроны залетали в страны Балтии и Финляндии, когда атаковали Россию, в частности Ленинградскую область. Украинские дроны стали причиной отставки премьера и министра обороны в Латвии. При этом Ступ также заявил, что Беларусь для Европы больше не выглядит нейтральным соседом, а воспринимается как инструмент российской войны против Украины. По его словам, США сейчас все активнее обсуждают с Минском возможные сделки и дипломатические контакты, однако страны Балтии смотрят на ситуацию иначе. Покушение на Зеленского. Россия готовит удар по его офису и пытается отследить маршруты перемещения. Об этом заявил сам Зеленский накануне в своем обращении. Он уверяет, что Москва готовит удары по центрам принятия решений в Украине. Об этом говорится сразу в нескольких последних заявлениях Зеленского. Он так и называет «центры принятия решений», формулировка, которую часто использует российская сторона. На Банковой уверяют, что получили документы, в которых названы российские цели для ракетно-дроновых ударов. Среди них почти 2 десятка политических центров и военных объектов Украины. Зеленский ответил, что даже если будет стерта Банковая, Донбасс никто не сдаст. При этом он обратился и к Лукашенко. Уверяет, что Москва активно пытается втянуть Минск в войну и с территории Беларуси начать операции на Черниговско-Киевское направление или же против одной из стран НАТО. В обращении говорится, цитирую, «Украина, безусловно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко ошибется и решит поддержать еще и этот российский замысел». Конец цитаты. При этом Киев направляет войска к тому направлению, о котором и заявил Зеленский, то есть переброска войск начинается на север страны. Кроме того, Зеленский заявил, что не только он входит в план главных целей для ударов России. Послушайте. Они давно вынашивают этот план, но сейчас, после Ирана, вновь активизировались, пытаются выяснить, где мы находимся, где бываем. То же касается и других представителей украинского руководства, разведки и специальных служб. Некоторые в Москве так и не поняли, что украинцы никогда не откажутся от своей независимости, и в любом случае, с Банковой или без Банковой, мы не отдадим свою землю, свой суверенитет и свое государство. Новый глава Офиса президента Украины Буданов также накануне заявил, что Кремль продолжает попытки его ликвидации даже после того, как он стал главным переговорщиком Киева в контактах с Россией. Об этом он заявил в интервью изданию The Times. В материале говорится, что Буданов пережил как минимум 10 покушений. В 2024 году СБУ заявила, что предотвратила попытку удара баллистическими ракетами по кортежу Буданова. Украина резко нарастила удары дронами по российской нефтяной инфраструктуре, фактически удвоив число атакованных НПЗ с начала 2026 года. По данным Международного энергетического агентства, добыча нефти в России в апреле упала на 460 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Под удары попали крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы России в Киришах, Нижнем Новгороде, в городе Пермь и в Туапсе, уточняет Рейтер. А расчеты Рейтер показывают, что украинские атаки дронов вывели из строя около 700 тысяч баррелей в сутки перерабатывающих мощностей на 16 нефтеперерабатывающих заводах в период с января по май. Некоторые предприятия подвергались ударам неоднократно. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года атаки затронули 8 НПЗ. Россия тем временем объявила о режиме чрезвычайной ситуации в Рязани. Причина – последний удар по Рязанскому НПЗ и налету дронов на город. Рязанские власти заявляют о повреждении жилой застройки и промышленного объекта. Известно о 4 погибших. Власти заявили, что экстренные службы продолжают ликвидацию последствий удара. В Генштабе ВСУ при этом сообщили, что целью стал НПЗ «Рязанский», один из крупнейших НПЗ России, производящий топливо для российской армии. Режим ЧС введен на территории города Рязани с 15 мая и до особого распоряжения для органов управления и сил территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области. Ермак почти на свободе, но утро субботы он, вероятно, проведет в камере. Необходимая сумма для освобождения подозреваемого под залог была собрана накануне, 15 мая, заявил в комментарии Суспильному адвокат Ермака Игорь Фомин. Но деньги не успели перечислить в пятницу, поскольку банковский день закончился, говорит адвокат. Перевод будет оформлен, как только откроются банки. При этом Фомин не уточнил, кто именно внес недостающую часть залога – более 80 миллионов гривен. Это примерно $1 800 000.
Среди тех, кто ранее скинулся на залог для Ермака, напомню, бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров, он перечислил 30 миллионов, 6,5 миллионов внес адвокат, некогда одногруппник Ермака Сергей Свириба, еще 8 миллионов гривен отправила руководительница мемориала Бабий Яр Роза Топанова, которая, по данным украинских СМИ, работала юристом в компании, связанной с Ермаком. Интересный донат, я о нем говорил накануне, в размере 666 гривен внес Григорий Гришкан, это украинский актер, продюсер и общественный деятель. И в комментарии схемам он не ответил, почему решил внести именно такой залог. Как сообщал адвокат бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака Игорь Фомин, он внес деньги, чтобы его подзащитный мог находиться в платной камере следственного изолятора. Никто не знает, где находится Ермак. Это ненормально. Я знаю, что мы ему оплатили камеру. Видимо, он там. Я лично оплатил, сказал Фомин. Дыма без огня не бывает. Так премьер Словакии Фица отреагировал на заявления о зависимости Зеленского, которые появились после высказывания экс-пресс-секретаря украинского президента Юлии Мендель. И заступился за своего министра Ричарда Такача, который призвал Зеленского уйти в отставку после заявлений Мендель. По словам Фица, если что-то публикуется снова и снова, то должен действовать принцип «дыма без огня не бывает». В Братиславе считают, нет причин, по которым Словакия не может осуждать и обсуждать и комментировать информацию, которая уже находится в открытом медиапространстве. Отмечу, совсем недавно, в начале мая, Фица и Зеленский провели переговоры в Ереване. Словакия поддерживает амбиции Украины относительно вступления в ЕС, заявлял тогда словацкий премьер. При этом накануне Фица раскритиковал европейских политиков за неумение вести диалог с Россией. Они должны вести с Россией нормальный диалог, говорит Фица, чтобы потом не расспрашивать его в туалете о содержании разговоров с Путиным. Глава правительства Словакии уверен, что в Кремле не случайно назвали имя Шрёдера как возможного переговорщика от Евросоюза. Все дело в душе, уверяет Фица. Да, просто Путин хочет человека, который хотя бы немного понимает русскую душу. Нельзя взять, кого попало, и сказать: идите вести переговоры о мире между Россией и Украиной, если вы абсолютно ничего не знаете об этой стране. И нам просто необходимо учитывать настроение российского политического руководства. Знаете, вы с такой радостью пишете, что в России умирают от голода, и что там ничего нет, и что там собака сдохла. Вы совершенно не правы. Напомню, комментируя интервью Мендель американцу Такеру Карлсону, министр сельского хозяйства Словакии Такач призвал Зеленского уйти в отставку. Кроме того, Такач обвинил того в шантаже собственных министров и добавил, что, по крайней мере, теперь понятно, что происходит с деньгами, которые Европейский Союз так охотно отправляет Украине. Его пресс-секретарь раскрыла еще кое-что, что выходит за рамки понимания. Оказывается, Зеленский незаконно подкупал своих министров. По крайней мере, мы знаем, что происходит с деньгами, которые ЕС так охотно туда отправляет. Обвинения Братиславы в адрес Зеленского – это очередные абсурдные высказывания, заявили в посольстве Украины в Словакии. Эти высказывания могут быть угрозой для украинско-словацких отношений, которые недавно потеплели, считает посол Мирослав Кастрен. В украинском посольстве предположили, что, возможно, словацкий министр был слишком занят развитием села и не заметил, как прошли переговоры Фица и Зеленского и о чем договорились стороны. Нападение на силовиков и ликвидация стрелка спецназом. В Украине произошла громкая спецоперация. В Хмельницкой области обычная проверка документов закончилась расстрелом полицейских и поиском преступника. В селе Терловка водитель, лишенный прав, во время проверки документов открыл огонь из автомата по патрульным. 33-летний капитан полиции Сергей Черный погиб на месте. Его напарник получил ранение, но успел открыть ответный огонь. После нападения стрелок скрылся в лесополосе и успел бросить гранату в машину лесников, а затем вновь открыл огонь уже по спецназу, который бросили на поиски преступника. Во время финального столкновения нападавший был ликвидирован, уверяет полиция. Сейчас продолжается расследование обстоятельств нападения, а раненый полицейский остается под наблюдением врачей. На поиски преступника были направлены спецподразделения полиции. Когда нападавший увидел бронеавтомобиль полицейских, он снова открыл огонь. В ответ полицейские действовали профессионально. Стрелок был ликвидирован, но ни одна успешно завершенная спецоперация не вернет жизнь нашему полицейскому, который сегодня погиб при исполнении служебных обязанностей.
Афганцы могут массово хлынуть в Россию. Афганистан готовится отправить трудовых мигрантов. Об этом заявил министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи. По его словам, Москва и Кабул уже ведут переговоры, а профильные ведомства с обеих сторон работают над запуском этого процесса. Заявление прозвучало на фоне катастрофического дефицита рабочих рук в России. Ранее в Центробанке РФ признали, что страна никогда не сталкивалась с таким масштабным кадровым голодом. Только в промышленности не хватает почти 2 миллиона человек. В Москве дефицит оценивают в 400-500 тысяч, в агросекторе более 130 тысяч. К 2032 году российской экономике, по прогнозам, потребуется привлечь более 12 миллионов иностранных работников. При этом в Кабуле признают, в России у трудовых мигрантов могут быть трудности из-за языкового барьера. По словам министра, единственное препятствие, которое существует, это вопросы, связанные с языком. Тем не менее, мы прилагаем усилия, чтобы преодолеть это препятствие. Совместная комиссия работает над этим вопросом, чтобы найти общее решение и достигнуть результата, добавил Азизи. Осторожно, на дороге пьяные олени. Такое предупреждение на днях опубликовала жандармерия департамента Сона и Луара во Франции. И речь не о людях. Весной некоторые дикие животные поедают почки, забродившие фрукты или разлагающиеся растения и могут вести себя совершенно непредсказуемо, говорится в публикации полиции. Олени в состоянии опьянения могут внезапно выскакивать на дорогу, носиться зигзагами, замирать посреди проезжей части или хаотично метаться. В жандармерии остроумно предупреждают водителей, если в вашем поле зрения появился Бэмби, перебравший лесного аперитива, сбавьте скорость, не пугайте животное. При этом в полиции допускают, что олени могут вести себя неадекватно и по другим причинам. Однако нельзя полностью исключать и другие менее распространенные причины – травму, болезнь, неврологическое расстройство. Поэтому главное послание профилактики остается прежним. Если видите дикое животное с необычным поведением, держите дистанцию, не приближайтесь, а на дороге максимальная бдительность. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда напомню, мне будет приятно за каждый ваш лайк, комментарий и за то, что сейчас делаете репосты, расскажете своим друзьям, коллегам и родственникам о том, что происходит с YouTube. До встречи уже завтра.